только лишь табличка, где мы увидели, что уже период сравнения июль 2026 год с июлем 2025 года. Смотрим в целом по провинции, что произошло. В целом по провинции в июле 2025 года это 3774 евро стоимость квадратного метра. В июле 2026 года это 3846 евро, что в целом показало динамику роста 1,92%. Ну, до 2, наверное, не будем округлять, будем так и говорить, что 1,92%. Но как разно себя за год вела новая недвижимость в целом по городам, посмотрите. Наибольше всего в Лимассоле поднялась стоимость и наименьше всего в Месогетонии. Итак, это было новое жилье. Со старым жильем ситуация более плачевная. Здесь за год всего лишь рост плюс 0,52%, то есть это ну, совсем ни о чем. Переходим к интересному слайду, который разберем, что же произошло с экономикой острова Кипр на основании, это у нас статистические данные, которые были опубликованы в апреле месяце. Так, давайте разбираться, что же это за статистические данные, о чем они нам говорят и как они вообще связаны или не связаны с рынком недвижимости. Давайте начнем с внутреннего продукта. Это верхняя часть, надеюсь, вы видите, это верхний график вот этот. Итак, внутренний валовый продукт формирует 4 отрасли драйвера, как я их называю, да. Это оптовая торговля, ритейл видим, это ремонт автомобилей, это интернет и коммуникационные услуги, также финансовые услуги и страхование. Итого 4 отрасли экономики. Строительная отрасль здесь, как вы заметили, не присутствует. То есть ее доля есть, но служба статистики выделила именно 4 такие отрасли, которые являются лидерами. Смотрим на график рисунок. Что здесь мы видим, друзья? Сравнивая первый квартал 2026 года, в процентном соотношении здесь 3%, рост ВВП по отношению к первому кварталу 2020, друзья, 2005 года. То есть мы видим, что охлаждается экономика. Если вот так провести линию тренда аппроксимации, то мы увидим уверенно, как снижается, ну вот за исключением вот этого одного только пика, да, это у нас был какой 4-й квартал 2025 года. Так мы видим, что замедляется рост ВВП, то есть охлаждается экономика. Дальше, друзья. Смотрим по инфляции. Что произошло с инфляцией? Напомню вам, друзья, многие подзабыли, что существует такой всемирный закон стоимости, он называется, но экономисты хорошо его знают, это базовые такие законы, которые просто необходимо знать и понимать. О чем гласит закон стоимости? Закон стоимости гласит о том, что любая экономика работает сбалансированно, когда количество товаров и продуктов, которые выпускаются в той или иной стране, соответствует выпущенным деньгам. Это могут быть и фиатные деньги, то есть бумажные, есть денежные агрегаты М1, М0. В целом обязательства страны, естественно, все это должно быть уравновешено. Вот когда денег ровно столько, сколько, так сказать, выпускается товаров и услуг, экономика работает сбалансированно и, естественно, инфляция минимальная. А инфляция – это процесс, который запускается на количество необеспеченных денег. Помните, их еще называли вертолетные деньги во время ковида, когда их печатали триллионами в еврозоне. Так вот, за обесцененные деньги, если их больше в экономике, чем выпущено товаров и услуг, можно купить все меньше тех же товаров и услуг. И вот инфляция официальная, то есть обесценивание денег, достигла, сравниваем апрель 2026 год с апрелем 2025 года. Вернее, в апреле 2026 года, здесь не сравниваем, просто фиксируем, 2,8%. То есть это инфляция, я вам говорил, с чем она связана. То есть, по идее, друзья, вот о недвижимости мы говорили,
Недвижимость должна расти как минимум на инфляцию, так как товары за этот период, ну вот я в магазин хожу, езжу, вижу, действительно выросли в своей стоимости. Бензин вырос, платежки за воду приходят уже по новой, в общем, новая цена там зафиксирована, ну и так далее, свет и все остальное. То есть недвижимость, являясь таким же товаром, должна вырасти как минимум на 2,8%, а лучше на 3%. Поэтому, если мы вернемся вот сюда, к данной табличке, увидим, что адекватно себя ведет новое жилье в Лимассоле, адекватно себя ведет новое жилье в Святом Афанасии, адекватно себя ведет в Ипсанасе. Все остальное, друзья, неадекватное поведение. Почему? Потому что можем смело сказать, что, допустим, Месогетония минус 2,8, инфляция, обесцененные деньги, да еще и недвижимость ваша обесценилась за этот период, потому что роста здесь как такового мы не наблюдаем, всего лишь 0,5%. Вот так от локаций зависит, в общем-то, состояние в целом рынка недвижимости. И как влияют основные макроэкономические показатели, я вам, ну, очень, как бы так, тривиально показал, да, то есть охлаждается экономика, видим снижение, снижение внутреннего валового продукта, и видим инфляционные процессы, которые достигли 2,8%. Давайте посмотрим сейчас следующую интересную табличку. Мы будем говорить о аренде. Здесь очень кратко я просто пройдусь. Аренда – это жилье, которое сдается в аренду, которое, в общем-то, генерирует пассивный доход, так называемый. Так вот, друзья, если, допустим, давайте очень, не цепляйтесь только за слова, такой математика элементарная, там, я не знаю, на уровне там 5 класса. Предположим, у вас 10 тысяч евро. Вы решили открыть депозит, ложите в банк, в конце года получаете там процентная ставка. Давайте покажу вам, чтобы не голословно это было. Вот здесь, видите, депозит. Это центральный банк Кипра дает вот эти, так сказать, индикаторы. Да? Депозит 2%, то есть с 10 тысяч евро вы получите 200 евро. Ну, чтобы понимали, вот это будет ваш пассивный доход. Если вы приобретете недвижимость, не цепляйтесь за слова, за 10 тысяч евро понятно, что ничего не приобретете, но чисто для математики, для эксперимента, да, вы приобретаете недвижимость и что? Сдаете ее в аренду. В итоге что, друзья, сдавая в аренду недвижимость, вы получаете, если в целом взять, смотрим по провинции, новое жилье, получаете те же, ну, условно говоря, здесь 1,85%, те же там 185 евро за год. А если, заметьте, вы покупаете новое жилье, так новое жилье в аренде показало вам, друзья, снижение минус 1,5%. А помните вы, мы говорили, что новое жилье в Лимассоле подорожало на 4%. То есть это говорит о том, что ну, аренда просто первая реально как индикатор показывает, что происходит с рынком. То есть, скорее всего, стоимость квадратного метра достигла пика как по стоимости, так и по динамике роста 4% годовых. А вот уже аренда показывает отрицательную динамику. То есть, скорее всего, мы будем наблюдать, что и стоимость недвижимости будет снижаться, ну, скорее всего, это может быть там в 4 квартале, да. А вот старое жилье, которое нам показало динамику снижения стоимости, в аренде, наоборот, показывает динамику роста. То есть здесь ситуация поменяется, скорее всего. То есть мы будем видеть, как незначительно вслед за арендой начнет и подниматься стоимость квадратного метра старого жилья. То есть в целом, чтобы вы просто понимали логичность рассуждений моих, в провинции Лимассол вы получите те же, ну, округлим до 2%. Ну, в банке это финансовые учреждения, в которых, в общем-то, сидят достаточно умные, грамотные специалисты, профессионалы. Они понимают стоимость денег, и вот недвижимость показывает нам примерно ту же самую картинку, что вот эти в среднем 2% в годовых вы будете получать пассивный доход, если вы приобретете недвижимость, сдадите ее в аренду, но надо еще не забывать, друзья, что вы с этого заплатите налоги,
вы заплатите, значит, амортизацию на квартиру, ну, восстанавливать все равно надо будет, там, подкрашивать, покупать мебель и так далее, да. То есть все это в затратную часть посчитать, то, возможно, вы даже и не выйдете на те 2%, поэтому не уговариваю никого не покупать, не продавать, не сдавать в аренду, то есть на сегодняшний день сдавать в аренду квартиру, вкладывая в нее деньги с точки зрения инвестиций, а инвестиции это всегда о прибыли, да, ну, такое сомнительное это самое занятие, назовем так. Это старое жилье в целом по провинции достигло, видим, 2,36% в годовом измерении роста. Итак, еще раз, чтобы было понятно, депозит 2%, а вот здесь мы видим также, этот Центральный банк Кипра устанавливает учетная ставка 2,15%. Чтобы вы понимали, что такое учетная ставка, или если кто забыл, напомню. Это стоимость денег на внутреннем рынке банковских, ну, финансовых услуг. То есть под эту процентную ставку получают, значит, банки кредитуются, и уже там больше 6% я не видел, чтобы они там кредитовали физлиц и там физлиц, юрлиц и так далее. То есть вот вся история по стоимости денег нами была разобрана. То есть пока на сегодняшний день недвижимость не является, как оно называется, источником, который бы приносил вам хороший пассивный доход, если вы вдруг решили приобрести такую недвижимость именно для того, чтобы сдавать ее в аренду. Давайте теперь по поводу поговорим. Так, давайте я закрою. Прогнозов. Ну, прогнозы, друзья, я, по крайней мере, применяю научную методологию в своих прогнозах. Это метод многофакторного анализа. Частично я его вам продемонстрировал. То есть мы посмотрели основные индикаторы, которые характеризуют развитие экономики. Но в целом экономика охлаждается, ВВП видим незначительное снижение, опять же, в первом квартале 2026 года. Все-таки я предполагаю, что мы будем видеть пока положительную динамику роста в целом по провинции Лимассол, как по новому, так и по старому жилью. Это будет незначительная динамика роста, скорее всего, это будет порядка, наверное, 2%. То есть мы с вами говорили, что все-таки недвижимость, являясь товаром, должна себя и вести как товар. То есть если все дорожает на полках супермаркетов, то, конечно же, недвижимость как товар должна, по крайней мере, на уровень инфляции подорожать. То есть на 2%, хотя бы на 2%. Я думаю, что вот на 2% она и подорожает до конца года, как новое, так и старое жилье. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова, вам необходимо что сделать? Правильно. Подписаться на мой канал вы также можете. Лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости острова Кипр, которые станут для вас, ну, как минимум, путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, с вас лайки, дизлайки, делитесь видео и до встречи в следующих моих видео. Да, можете писать комментарии, они тоже приветствуются. До встречи, друзья, в следующих видео.